Хотели чистый Bluetooth пульт для вашего Smart TV бокса? Получите чистый Bluetooth пульт для вашего Smart TV бокса без донгла. А вот что это за пульт, хороший и плохой, давайте разбираться в этом обзоре. Поехали. Привет, Технозон на проводе. На проводе? Нет, на связи. Ребят, привет. На самом деле, сегодня у нас очень интересная тема. Это Bluetooth пульты. Первый Bluetooth пульт, который мы заказали, получили. Хороший он, либо плохой. Конечно же, мы разберемся в этом обзоре, но есть целая история покупки этого пульта. Давайте обратимся сейчас к Алиэкспрессу и посмотрим, что же мы такое покупали. Вот мы видим с вами, написано Bluetooth голосовой пульт дистанционного управления, интеллектуальный, Q22, 22 клавиши, 6 клавиш, ИК, пластик, силикон, муха на Android, чтобы вы понимали, муха на Android, TV-бокс, мини-PC, TV и Windows 10. Короче, сейчас мы отключим звук, чтобы не мешал. Стоит он $10.89, и что нам заявляется производитель? Он нам заявляется, что здесь есть Bluetooth, есть голосовой поиск, реальное распознавание в режиме реального времени. И они уже убрали, здесь был донгл. Я вам объясню сейчас, почему убрали. То есть здесь был указан донгл, сейчас этого донгла на страничке нет, а нет, есть еще, то есть он был там еще вверху, сейчас еще осталось. Почему так? Потому что этот пульт, пришел он мне просто в пакетике, распаковывать нечего, он пришел без донгла. На секундочку, то есть он Bluetooth. Я сразу засомневался, Bluetooth он или донгл. Почему? Потому что на самой инструкции пульта есть тоже донгл. И я думаю, ребят, вроде бы пульт интересный. У нас есть здесь даже инфракрасно программируемые кнопки. Есть вроде бы голосовой поиск. И если есть еще и донгл и плюс Bluetooth, то вообще идеальный пульт. Особенно если все заработает. Он сделан из не маркового матового пластика. То есть не остаются отпечатки. Он приятно лежит в руке. Он небольшой. Он работает от двух батареек 3А. Вот 3А. То есть двух батареек 3А. И, казалось бы, идеальный пульт, но что-то вот меня насторожило, отсутствие донгла, и опять возвращаемся к Алиэкспрессу. Я, конечно же, сразу не дожидаясь того, как он работает, подал апелляцию, вернее, открыл спор на Алиэкспресс. Почему? Потому что, указан донгл, он должен быть. Донгла нет. В результате спора я описал ситуацию, что приложил видео, что донгла нет. Кстати, замечу, я даже не распечатывал на камеру, я просто показал, что нет донгла. Донгла нет, поэтому прошу мне вернуть, я запросил $9. Продавец просто-напросто нормально отправил товар, он мне написал, я готов вам вернуть $5, там действительно нет 2,4 ГГц функции, поэтому, мы ударили по рукам, и покупатель принял решение продавца. То есть я, покупатель, принял решение продавца, и все хорошо. Мне вернут $5, в конечном итоге мне он обошелся $5.89, меньше $6. Но что я получил за $6? Это пульт достаточно симпатичный, достаточно хороший. По материалам, как я уже говорил, имеет хороший набор кнопок. Вверху есть программируемая панель инфракрасная для телевизора. Есть кнопка включения ТВ, сет, ТВ АВ и регулировка громкости. Для ТВ-бокса у нас есть кнопка питания, есть у нас саб-меню, есть режим мыши. Вот аэромышь это или нет, мы тоже с вами проверим. Навигационное кольцо, кнопка ОК, кнопка назад, кнопка домик, кнопка голосового поиска, громкость вверх, громкость вниз, выключение, play pause и page up, page down. Набор действительно хорош. Как же его сопрягать-то теперь? Я перечитал инструкцию и нашел, правда не так интересно написали, что для того, чтобы его сопрячь, нужно вставить донгл, но я опустил донгл, нажал PG- и Vol- и действительно смог сопрячь. Перед тем, как мы перейдем к ТВ-боксу, тестировать мы его будем на Mikulka M9 Pro. Перед тем, как перейти к ТВ-боксу, хочу вам напомнить, что ссылка на данный пульт будет лежать в описании под видео, а также под видео кнопка подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить наши самые честные и правдивые обзоры. И плюс там же под видео лежит ссылка на условия очередного розыгрыша, акции. Розыгрыш или акции. Короче, неважно, там крутая видеокарта на текущий момент разыгрывается. Поэтому переходим и смотрим. Но сейчас я говорю вам, халабанга, ребята, это же бубльгум. Поехали. Мы сейчас с вами на нашем Mikulka M9 Pro. Идем в настройки, идем в пульты и аксессуары. Это все-таки Bluetooth. И нажимаем добавить устройство. Зажимаем Page- и Volume-. Ждем.
Чего мы ждем? Ага, у нас начала моргать кнопочка здесь и появился TKSMI пульт. Подключаем. Очень интересно, кстати, Bluetooth пульты это действительно то, что позволяет нам не занимать донглы. И, возможно, допустим, для приставок, у которых ломаются Bluetooth пульты или вообще пульты, можно будет это все дело заменять. Назад у нас сразу сработало, то есть поехали тестировать по кнопкам. Вправо, влево работает, вниз, вверх работает, кнопка ОК работает, кнопка домик работает. Так, режим мыши. Режим мыши это обыкновенный курсор, это не аэромышь. Хотя они и не заявлялись, но мы обязаны проверить. Это не аэромышь, это обыкновенный курсор мыши. Но в принципе на Android TV устройствах зачастую не используется мышь, поэтому в данном случае это может использоваться как вспомогательная опция. Хорошо, есть. Громкость вверх, громкость вниз работает. Включение-выключение громкости не работает. Вот это сюрприз. Давайте попробуем. Не работает включение-выключение громкости. Play Pause это мы проверим в другом месте. Кнопка домик. Сейчас зайдем в Side Load Launcher, нажмем кнопку домик, она работает. И голосовой поиск. Или допустим это сделать в YouTube. Попробовать, работает микрофон или нет. Возможно в моей прошивке что-то не так. Я делал, что умудрился этим KM9 Pro. Это KM9 Pro на Android TV с root правами. Я туда очень сильно залазил. Пробуем. 4К 60 FPS. 4К 60 FPS. Слушайте, голос работает. То есть микрофон здесь работает. Все-таки это не может не радовать. То есть микрофон у меня заработал. Раз уж мы в YouTube, то давайте мы с вами стартанем какой-нибудь ролик и попробуем Play Pause. Давайте. Нет, Play Pause не работает. Play Pause не работает. И получается у нас есть пару нерабочих кнопок. Возможно, здесь играет роль совместимость прошивки самой. То есть, возможно, это работает на чистом Android TV, таких как Xiaomi Mi Box, на Nvidia Shield TV. Вот, возможно, это там работает. Но голос работает все-таки в пульте. Я думал, что что-то не так. Насчет включения-выключения, тут самая большая проблема. При выключении вы получаете выключенную приставку, если она срабатывает, но при этом вы не можете ее включить, потому что Bluetooth засыпает. И все тоже сугубо индивидуально зависит от самого устройства. Если у вас есть PowerKit Definition и вы можете выставить Sleep Now, да, то есть засыпание приставки, и ваш Bluetooth не будет засыпать вместе с вашим TV-боксом, то, скорее всего, это тоже будет работать. Кнопки программируются. Для того, чтобы программировать, нужно зажать кнопку TV, вот это вот включение-выключение, кнопку Set, зажали, подержали ее, она загорелась. Вот, загорелась. Вы выбираете кнопку, которую необходимо перенести. Подносите пульт, с которого необходимо считать. Нажимаете, он считывает код кнопки, начинает быстро моргать. Нажимаете еще раз Set, и у вас все это запрограммировано. То есть инфракрасная опция в данном пульте работает. И по факту, что мы имеем? Я готов уже, в принципе, проходить, резюмировать. Мы тестировали этот пульт. Я вам показал, что он работает как Bluetooth в определенных моментах. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот, кстати, мы видим, как работает у нас голос с голосовым интерфейсом. То есть вам достаточно зажать кнопку и держать ее, и говорить туда. Вот нажали кнопку микрофона, зажали кнопку микрофона и говорим раз, два, три, раз, два, три. Вот такая вот чехарда. То есть у нас микрофон действительно работает. Тут с этим вот вопросов нет. Не работает все-таки пару кнопок, но я думаю, что их, возможно, можно назначить. Слушайте, а давайте попробуем. Все-таки имеет право на жизнь данный Bluetooth пульт или не имеет? Идем в поиск. Через голос давайте. Remapper. Прямой эфир. Что он распознает? Button. Да, он распознает только русский, зависит от прошивки. Давайте откроем Button Remapper. Так, попробуем добавить кнопку, в частности, которые у нас не работают. Даже нажимаем добавить кнопку и выбираем Play Pause. А такая кнопочка у нас почему-то, или кнопка выключения звука, или Page Up, Page Down. Нет, эти кнопки не считываются. Считываются только кнопки, которые у нас действительно работают. Поэтому вот эти вот 4 кнопки, они не рабочие. Что ж, готов пойти продезюмировать данный пульт. Итак, ребят, если учитывать, что я его взял за 6 баксов, чуть-чуть меньше даже, за 5,89, то в принципе вменяемый пульт как Bluetooth и в принципе может служить заменой какому-то определенному пульту,
в качестве Bluetooth пульта. Вот как-то так, с каламбуром я это все дело сказал. Но из плюсов у него есть обучаемая инфракрасная панель, инфракрасные кнопки, у него работает голосовая опция и он подключается по Bluetooth. Из минусов не работают вот эти вот 4 кнопки, выключение звука, play pause, page up и page down, все остальные кнопки работают, и у нас нет аэромыши. Мне не хватает аэромыши в данном пульте. А в целом, я вам скажу, достаточно такой себе интересный пульт. Но мы его вот за полную цену за $11 рекомендовать не можем. Если вы его купите и докажете, что там нет донгла, то и вернете $5, то да, это интересная цена. Если нет, то... Ребят, решать вам. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.